Всем здравствуйте, с вами Артем Spitfire, я пришел сегодня убить всех. My dear friends, we have один движение под названием jab. Это не суперстандартный jab, я его называю straight jab, потому что в нем присутствует много энергии, которая держит это движение. В общем, это удар рукой. Мы сегодня будем тренить очень долго, но при этом мы с вами добьемся, я уверен, технически правильного исполнения этого движения. Итак, первое, что нам нужно, сжать ручку в кулачок, вот так вот ее поднять, поднимаете ручку, вот так вот, как я. И вторую, в принципе, можете поднять. Есть. Вот мы ее будем бросать туда. Вы услышали, что я сказал. Мы будем бросать руку вперед, бросать. Просто, в принципе, мы будем не только вперед бросать, но сейчас мы бросаем руку вперед. Мы бросаем руку. И чтобы рука полетела, нам нужно ее расслабить. Расслабить с точки А в точку Б. Вот всю эту дистанцию рука летит расслабленно, и в точке Б она напрягается. Для того, чтобы остановиться в позиции, в форме. Так, хорошо. И расслабляем ее. Мы готовимся. Бросаем и расслабляем руку. Расслабляем руку. Да. Рука не выравнивается. Да, полностью рука не выравнивается. Она немножко согнута в районе локтя, но зритель желательно, чтобы он не видел, что мы типа руку держим согнутую. Она визуально зрителю должна казаться, что вы ровная рука. Ну, не то, что должна, типа, ровная. Но в целом вот она, полностью локоть, да, зашел. Но мы держим, да, не до клика, короче, выравниваем руку. Для того, чтобы вы не травмировали сустав. Итак, давайте еще разочек. Мы такие стоим теперь вот так вот, как мы по жизни стоим. И с этого положения, через вот эту вот форму, мы делаем и бум, и расслабляем. Это есть straight jab. То есть его траектория такая. И бам. Сейчас его траектория такая. И раз. Почему мы не ставим руки так? Потому что, нет смысла, мы же не будем танцевать и все время перед джебом ставить руки в эту позицию. Мы можем и в этой позиции быть, и с этой позиции бросить джеб. Понятно? Мы можем и в этой позиции быть, и с этой позиции бросить джеб. Поэтому сейчас, когда мы с вами будем тренить джеб, мы начинаем с этой позиции, чтобы это было непредсказуемо и неожиданно. Мы бросаем джеб, бум, с этой позиции, а не готовимся и готовим зрителя, типа, камон, смотрите, сейчас что-то будет рукой. Видите? И что-то там пошло. Все понятненько, так? Итак, приготовили. Значит, ножки у нас в позиции стоят, удобной для вас, объемной позиции. Вот это для меня объемная позиция ног. Либо такая позиция, либо такая позиция. Либо такая позиция. Но мне кажется, удобная для вас позиция, удобно. Мы в жизни так стоим. Все, ножки определили, корпус у нас обычно тоже стоит, никаких там супер штук нету особенных. Все, поднимаем руку. Раз, два. И расслабили. Вторую. Раз, два, расслабили. Следующее. Мы можем ее также поднимать в более объемную позицию, когда локоть торчит в сторону, и точно так же выбрасывать. И так, в принципе, правильно. Все равно. Главное бросить резко. Теперь, в этой траектории движения, в этом джебе есть два броска. Это бросок один, то есть я бросаю руку отсюда, и как только она приходит в форму, она сразу же выбрасывается вторым броском. Понятно? Но при этом тут нету типа две позиции, типа Это не два броска. Это все одно движение. Просто, чтобы рука летела резче, нам нужно ее бросить. Бросить снизу вверх импульсом, бум, и выбросить вперед тоже импульсом. Это два импульса по факту. Но выглядит все как одно целое. Один импульс. Все понятно? Значит, да, вопрос.
Почему не полностью выравниваем локоть? Потому что мы можем травмировать локоть, этот суставчик. Ты будешь делать со всей силы, ты не зафиксируешь, и у тебя просто рука дальше пойдет. Ты либо травмируешь, либо станешь сгибать руку в другую сторону. Вот и все. Бум, бум. Наша задача, чтобы мы с вами научились делать резко и фиксировать в форме. Когда мы делаем финальную форму, вот мы выбросили руку, мы напрягаем пресс, чтобы пресс фиксировал корпус. Для того, чтобы корпус не делал каких-либо колебаний, потому что рука летит со всей скоростью, максимальная скорость. И если корпус не будет напрягаться, привет, если корпус не будет напрягаться, то получится типа вот такая штука, да, то есть не будет четко. Рука будет четко относительно корпуса, а относительно зрителя мы не будем четкие, мы, как танцор. Понятненько, да? Соответственно, бум, бум, напрягаем пресс, шею я напрягаю для того, чтобы голова не шаталась. Квадрицепсы, бицепс бедра тоже напрягаю, чтобы четко стоять на ногах. И в связи с этим у меня получается, что я делаю движение, бум, и прихожу в четкую форму, как статуя, застываю. Понятненько? И вот после того, как я уже вот остановил, это называется power поза, то есть у меня сейчас в напряжении это и вот это все. Долю секунды, даже секунды нету. То есть я сделал, бум, и все, и расслабился, но держу форму просто. Понятно? И все. И потом уже расслабляюсь полностью, чтобы рука отдыхала. В принципе, все. Наша задача сделать в последний момент максимально резко. Еще раз, последний раз траекторию делаем с вами. 7-8. Раз. Расслабление. 7-8. И бум. 7-8. Бум. 7-8. Бум. 7-8. Бум. Максимально в последний момент бьем, да? Резко, непредсказуемо. Бам! 7-8. Бум. 7-8. Бам. 7-8. Бум. Четко все у нас там держится, форма. И расслабляемся. Так, все понятно? Вопросики есть? Бейте примерно себе в отражение в нос. В нос, в рот, где-то вот сюда, короче. Бейте. Понятно? Чтобы ваша рука не била вот сюда. Четко поднимайте руку, вот, чтобы вы себе типа на уровень с носом били. Все, в принципе. Я могу включить музыку. Да. Ты не знаешь, что делать. Так, слушай. Давайте это тоже. Сейчас делаем только с кулачком. В целом это движение можно делать с любым положением кисти. Сейчас делаем с кулаком для того, чтобы прочувствовать всю силу этого движения. Кулак, power, бам! Вы делаете удар и уничтожаете все. Ну все, let's go. Еще вопросы есть? Быстренько введи в курс дела нашу новенькую. Только бьем вперед, со всей силы. Я вам посчитаю. Соберитесь, настройтесь, все делаем четко. Сразу выглядишь по-другому. Сильнее, 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 еще сильнее нужно делать. Еще сильнее. Раз, два, вот, бум. А ты делаешь вот так. Не делай так. Раз, два. Пауза. Резче, резче. Давай, давай. Кто там, кто там? Лил, Лил. Так, окей. Следите в зеркало, а затем наши зрители, следите. Вот я заметил, что у нас есть
люди, которые невнимательно проследили за техникой и в итоге бросают руку, локтем бросают руку. Вот вы поднимаете руку и локтем выбрасываете, вот так вот. Вы бросаете руку, я же сказал бросать, и вы бросаете. А нужно за счет вот этого импульса, толчок, когда кулак стоит, он сейчас будет лететь первым, не локоть летит первым. Понятненько? Да? Давайте сделаем. Подняли, выбросили. Подняли, выбросили. И бум. И бум. Бум. Та-да. Ты-дыш. 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 То есть максимально резко сюда идет бросок. Ударяется и сразу же его выталкивает что-то вперед. Бум. Понятненько? Да? Все, чтобы я не видел ваших летающих импульсных локтей. Пожалуйста. Все понятненько, да? Со всей силы, пожалуйста, ничего не экономьте, пожалуйста, потому что техника от этого не будет расти, и вы тренировку проведете зря. Продолжаем. 5, 6, 7, 8. Со всей силы. Yes. Yes. Oh my gosh. Сильнее, сильнее. Ты опять делаешь локтем. Да. Не тянись, ровно стань, ровно. Вот. Сильнее, больше силы. Еще резче делай, еще резче делай. Еще сильнее, еще сильнее. Окей. Ну что же, мои маленькие, мне не нравится. Не нравится, потому что вы не делаете со всей силы, и теперь я вас больше ограничу, чтобы вы правильно выбрасывали ручку. Все равно присутствует вот это какая-то такой бросок уже не только у одного человека, у меня тут, значит, там вообще их будет очень много. Значит, смотрите, мы поднимаем так, чтобы локоть смотрел вниз, либо вот по диагонали вниз, но не в сторону, окей? Кисть должна быть, кулак должен быть выше, чем локоть. То есть так уже мы не бросаем. Вот. И мы отсюда толкаем руку вперед. Делаем, резко поднимаем и выбрасываем. 7, 8, бум! Теперь в чем фишечка? Почему я не верю, что вы делаете со всей силы? Потому что я не вижу, что вы реально вырубаете кого-то с одного удара. Вы вот это стоите и просто делаете. Вот я сейчас делаю не со всей силы. Оно типа сильно, но это не со всей силы. Понимаете? Я с вами говорю, такое там типа что-то делаю, резко, сильно. Окей. Но со всей силы, когда я все соберу и выстрелю этот один джеб, и как будто бы после него все закончится, потому что это будет максимум. Вы соберетесь, ваше выражение лица не сможет быть таким же. Я готовлюсь, оно уже вот. Собран. Всю энергию я вкидываю, чтобы оно летело туда вперед. Дальше, чем рука. То есть настолько много реально вкладываю, чтобы оно дальше пошло. Со всей силы. Не экономлю. Понятно? А я вижу, что вы экономите. Вот это мне не то, что не нравится, просто вы себя так тормозите немножко, еще больше силы. Разрушить все. Вы не чувствуете боли, как будто бы. И ваша задача с одного удара разрушить эту стенку. Вот представляете, что стенка, боли нет, и вы должны разрушить. Все, настолько сильно ударить. Понятно? Соберитесь. И типа за счет этого, типа в чем плюс этой отработки, вы прочувствуете, что такое крамп. Ну типа, что такое вот та сила, когда крамперы вот танцуют, и типа у них вот это вот. Вы же тоже сейчас будете делать так же. Ваше лицо будет таким же, потому что вы там спустя 3 джеба, допустим, устанете, потому что вы их на всю силу делаете, и дальше будете бороться. Надо сильно. И у вас будет что-то с лицом. Это нормально. Вот. Но при этом вы же не будете агрессивными, как там все многие говорят. Вы будете просто сосредоточены на том, чтобы сделать со всей силы. Сильнее, чем предыдущий джеб. Все, вся наша задача. Витя, понял? Let's go. Let's go.
5, 6, 7, 8. Со всей силы. Раз, два, три, 4. Бум, бум. Еще сильнее. Я понял, мы слишком начали с большого интенсива. Чуть-чуть медленнее. Приготовились. 5, 6, 7, 8. Сильнее! 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 Камон! Давай, 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 давай! Yeah! Yes, man! Резче! Бум! Бум! Boom! Yes! This is heavy ball! Yes! Сильнее! Окей. Сразу же скажу для тех, кто думает, что, например, мне не нужно тренить German, потому что он у меня уже получается. Я знаю, мы это делали, там, не знаю, 2 недели назад, допустим. Я это делал или делала, все, мне это не надо делать. Либо вы там просто это делаете на сессионах. Все понятно. Но для тех, кто уже умеет его делать, техника же теряется. Представьте, что человек не будет разговаривать год, и тут ему нужно будет говорить. Он же, я думаю, что он немножко разучится разговаривать и забудет, что это такое. Пример из моей жизни. Я просто, была у меня операция, аппендицит вырезали, и там после операции 3 дня мне надо было лежать, и я встал и учился ходить заново, потому что 3 дня не ходил. Вот правда. И точно так же и тут, я думаю, принцип такой же, что технику все время нужно поддерживать. А если вы новенький человечек, то вам нужно в целом еще и прочувствовать за счет силы вот этой, которую мы вкладываем, прочувствовать настоящий стиль и смысл того, что мы делаем. Не имитировать удар, а делать удар сокрушающий, со всей силы, максимально резкий, четкий. Вот это все нужно прочувствовать. И особенно растет наша техника в тот момент, когда вы устаете. Вот вы устали, вы хотите опустить руку, а вы говорите еще 10. Сделали 10, вы уже прям все, уже слюни летят, вы видите это. И вы такие, еще 20. Вот попробуйте так, сами себя мотивируйте. Вы так, будете еще быстрее расти. Вообще в этом ничего плохого нет, когда вы просто стоите и фигачите одно движение. Это ваша техника, просто надольше хватит. Надольше хватит, чтобы не тренить этот джеб еще раз и не вспоминать, как он делается. Вот и все. Плюс за счет него вы прочувствуете в целом, как вы должны себя чувствовать, когда вы делаете любое движение. Потому что это очень простое движение, и за счет него просто почувствовать настоящий филинг, когда ты танцуешь крамп, когда ты делаешь крамп. То же самое вы будете делать там фокус-поинт, и вы должны испытывать то же самое ощущение, тот же контроль тела, что и делаете при джебе. Вы будете делать хит коленом, вы будете там делать chest pop. Ощущение одинаковое.
движения разные части тела, но при этом контролить их сложнее и испытывать это ощущение. Короче, у каждого по-разному, все индивидуально. Кому-то проще, кому-то сложнее, но в целом схема такая. Поэтому, когда вы видите, что вы устаете, радуйтесь и не давайте себе слабинки, еще, сами себя заставляйте. И вы увидите результат в конце занятия. Я отвечаю. Просто не сдавайтесь. Те, кто будут себе вот так вот, вы не увидите результат. А те, кто будут бороться, вы увидите хороший, топовый, классный результат. Отвечаю, зуб даю. Уже 2 нету, но зуб даю. Сейчас делаете то же самое, только сильнее в 4 раза. Чуть-чуть сильнее. Скажи нормальным голосом. Спасибо. Поехали. Со всей силы. Со всей силы. Kill anybody. Heavy. Сильнее! Сильнее! Есть! Да! Не приседай! Бу! Еще! Еще! О май гад! Damn! Так, а теперь попрошу обратить ваше внимание на меня. Показываю 2 исполнения в одном и том же ритме. Разница ясна или нет? В чем разница? Ты смотрела? Окей, разницы нет. Еще раз тогда. Это важно, сейчас я не говорю не потому, что мне впадло, а потому что мне нужно, чтобы вы включили мозги. Поехали. А, это моя. Так что? Так. Другими словами, для тех, кто не сразу понял. Давайте так, может кто-то еще заметил разницу. Заметила разницу? Да. В последний момент есть бит. Смотрите. Итак, ритм один и тот же. 1, 2, 3, 4, 5. Сильно делал. Ну, я делал реально сильно. И, ну, по крайней мере, я старался. Ну, не старался, а типа, ну, я прям делал сильно. А второй раз я тоже делал сильно. Просто делал в последний момент. 1, 2, 3, 4. Понятно? В последний момент. И выдерживал паузу, чтобы движения были раздельные. То есть не 1, 2, и типа не успел закончить, тут уже готовлюсь.
Я не готовлюсь, я готов всегда. Бам, удар, бум, удар. Я не готовлюсь, я готов всегда. Да, я как суп. Понятно? Вот стойте и в последний момент в бит. Пам! Затыкнули. Пам! Затыкнули. Бум! Все, в последний момент в биток. Пя-пя-пя. Вопросики есть? Почему ты такой жесткий? Я такой жесткий, потому что у меня борода. Ты хочешь быть жестким? У тебя нет бороды. Вот и все. У тебя есть 3 волосинки, а у меня борода. Встал вперед. Поехали со всей силы. Ты понял меня? Понял меня? Let's go, man! Let's go! Сил! Бэй! Сильнее! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! За ним повторяй, за ним. Бум! 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 Не спеши. Вот. Oh, I like this, I like this. Со всей силы! Yeah! Держим пресс, держим пресс, держим пресс. Yeah! Еще! Да, Яна, вот это мне нравится. Вот это и выражение лица уже начало скалить зубы. Вот поэтому я называю своих пацанов голодные псы. Так должно быть. Окей. Итак, теперь делаем следующее, чтобы чуть-чуть вы разнообразили ваш просто крамп. Ставим положение кисти в такое и сейчас точно так же бросаем. Все увидели, как палец указательный должен стоять? Мы это проходили неоднократно. Это не пистолет вот такой вот. Да, мы чуть-чуть его, ну так, типа, так мне просто неудобно, ну типа, тянет, типа, нужно много силы, чтобы вот так его удерживать все время. А так, мне проще натянуть сам палец, типа, ну короче, проще держать. Как-то вот что-то между вот этим и вот этим, вот, средненько, свободная позиция. И вот в этом положении мы держим, да, и пальчики большие тоже так, достаточно натянуты. У кого-то они вот так бывают, это, наверное, тоже неплохо. Вот. Для чего эта позиция, вы знаете? Ну, просто для того, чтобы лучше считывалась ваша кисть. Она становится более читабельной. Видно тогда, как стоит рука, вот так вот или вот так. Ну, зрителю лучше видно. Все, это такое простое объяснение. Так, точно так же, в последний момент. Бум! Со всей силы выдерживаем паузу, пресс напрягаем, шея, квадрицепсы, бицепсы, бедра. Бум! Так, и что я себе представляю? Я себе представляю, сейчас спросишь, я тебя увидел. Я себе представляю, что я какой-то чувак с суперсилами. И когда я делаю этот удар, отсюда сделай, вот это я чувак, который делает этот супер удар, делай медленно. Вот приходит финишная точка, вся энергия такая, и она должна разрушить вот эту вот стенку, зеркало, то, что стоит передо мной. Понятно? То есть я это представляю, как она вылетает дальше с меня. Увидьте. Сейчас. Короче, и плюс я понимаю, что мне не просто нужно представить, что я же могу представить его так вот,
и полетела энергия сильная, да, я понимаю, что мне нужно всю силу вложить, чтобы эта энергия вылезла с меня и вылетела отсюда вот туда. То есть я каждый раз делаю максимально сильно. Так, первый вопрос. Токен. Нет, как удобно. У меня оно смотрит по диагонали, мне так удобно. У кому-то удобнее так, кому-то удобнее так, все равно. Так. Будешь по губам читать, да. Ну ты же будешь слышать ответ. Существует легенда, что ты единственный человек, который смог разрушить эту систему, это правда? Да, это правда. Это легенда, это правда. Так это легенда, это неправда. Вопрос. Это легендарная правда. Если мы делаем мини-power pose, как сделать так, чтобы энергия вылетела, как тварь из общаги? Если мы делаем мини-пауэр-позу, Ну типа, бум, мы же сделаем, как делать так, чтобы энергия пошла, побежала далеко от нас? Как? нужно ее увидеть и почувствовать. Все, я понял. Ну, на самом деле, типа, чтобы эта энергия, вообще жила, в нее нужно поверить. Фу, ненавижу такие темы, говно какое-то. Все, поехали. Положение токинг, со всей силы делаем, максимально резко, let's go. Пять, шесть, семь, восемь. Yes! Да! Да! Сильнее! 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 Еще! Вот так! Сильнее! Корпус. Четко. Еще! Еще! Закидывай руку сюда. Давай, 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 давай. Нет. Выключай, выключай, выключай. Нет, это не джеб. Ну представь, чтобы я вот так вот бил. Какая рука болит? Левая давай. Но левая тоже ж не работает. У тебя две руки в одинаковой технике. Почему болят? От джеба болят? Или что? Просто болят? Просто болят? Окей, хорошо, смотри. Объясняю тебе для твоей второй руки. Просто если ты будешь делать хотя бы одно, я пойму, что ты понял то, о чем я говорю. Ты не сгибаешь руку, то есть ты сокращаешь амплитуду. В итоге ты поднимаешь вот сюда и выбрасываешь в такой амплитуде. Видишь, насколько меньше амплитуда? Если ты будешь бросать отсюда, ты будешь больше энергии вкидывать туда. Сделай одной рукой. Сделай, чтобы мы не останавливали тренировку. Не надо халявить. Ты же тормозишь сам себя. Ну, вообще, просто сделай. Окей, Нига. Так, что? Получается, теперь это как ему? Выберите свое удобное положение. Либо можете варьировать. Один раз кулачок, один раз токинг. Типа, все равно. Просто делайте в удобном для вас положении, но ваша задача сейчас стать вспышкой. Вспышка — это единственный должен быть человек, который будет выделяться среди всех остальных энергией вокруг него. Блин, как я как-то говорю, не уверен. Ну, короче, понятно, да? Фишка в том, что тут все на равных условиях.
движение простое. Тут есть в чем-то сложность. Простое движение. Вы должны делать просто сильнее, чем вы делаете. И это будет воспитывать у вас вашу энергию. И это сделает тебя, допустим, сильнее, чем он или он. И не важно, что ты маленькая девочка. Это чувствуется, когда человек делает over, типа через силу, больше своих возможностей. Когда вы реально вкидываете максимум. Мне же, смотрите, по сути, все равно на вас. По сути, мне все равно, потому что, вы потенциальные мои соперники, и чем хуже вы танцуете, тем меньше у меня конкуренции. Правильно? Правильно. Но есть вторая сторона медали. Я вас тренирую, и просто мне будет приятно, когда будет результат. Потому что вы показатель моего преподавания. Вот и все. Поэтому вам нужно научиться, а мне нужно вам донести информацию. Все. Шо, рыба моя? Да. В любой позиции. Делайте просто максимально сильно, чтобы я смог выделить одного человека, кто делает сильнее всех. Знаете, что тут все равно, я там занимаюсь 13 лет. 13 лет, он занимается 20 лет, либо она занимается 1 месяц, либо ты 1 тренировку. Мы все только что выучили одинаково одно движение. Если вы будете делать сильно, это будет видно. Все. Не занижайте себе свои возможности и оценку. Все, let's get it. Let's get it. Kill anybody off. I said, kill anybody off. What? Let's go! Bang! What the heck? Сильнее! Oh yes! Oh yes! I see this crazy stuff! I see, nigga! It's bug, nigga! Yes! Wow! Oh, yeah! Сильнее! Boom! Yo! Woo! Oh my god! Damn! Еще! Yeah! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Yeah! Oh, yes! Yes! Boom! Yay! Yeah! Come on! Boom! Boom! Последний! Бам! Yes! Корпус убрать! Стой! Да! Еще! Yeah! Давай! Смотри туда на себя! Yeah! Еще сильнее! Yeah! Oh my gosh, it's crazy folk right now! Yeah! Ой, ну сейчас что-то было. Молодцы. Достаточно неплохо. Я могу выделить людей, кто делал over, по моему субъективному мнению. Итак, кого я прям очень хорошо почувствовал, очень хорошо увидел, поверил. Это значит Twin Spitfire, это Шкипер Тино, это ты, Girl Cherry, вот. Дальше, те, кто делали чуть-чуть, что я вижу, что вы можете сделать еще чуть-чуть сильнее, и это будет вот over. Это Лил, это Витя и, как тебя забыл? Макс. Вот вы, если бы еще чуть добавили,
то я бы увидел, что это, ну все, это через силу. Сейчас вы делали просто мощно, over back right now. Остальные делали сильно просто. Вы делали со всей силы. То есть вы делали со всей силы. А мне нужно было устать и делать еще сильнее. Те, кому нужно поработать над техникой, будешь контролить, слишком корпус со стороны в сторону шатается и не выдерживает форму, финальную, финишную форму. Так, все хорошо. Тоже ты должна взрывать свои дела. Вот то, как я сейчас показал словами, вот это джеб. Это типа, вот вы стоите, понятно? Типа вы же не делаете не так, а так, вот так, вот это джеб. Сразу же максимум. А вы так заряжаете. Вот это убрать. Все. Окей? Вот, ну, это важно. Так, хорошо. Итак, это straight jab, мы делаем его вперед. Мы продолжаем делать straight jab вперед, но исходную точку мы теперь с вами меняем. Стали на свои места, мои маленькие друзья. И делаем arm placement. Все знают, что такое arm placement. Arm placement, положение рук, да, любое. Вот, допустим, arm placement, ты не можешь руку поднимать или все нормально? Вот так поставьте руки. И вот с этого arm placement вы бросаете straight jab вперед. Вы делаете раз, вы бросаете руку к себе, вы ее бросаете вперед. Отсюда мы расслабляемся, а расслабляемся это значит в исходное положение. Понятненько? Возможно, вы чуть-чуть устанете больше, но типа как это в танце применяется? Сейчас мы научились, мы приучили свое тело работать отсюда, с исходного положения. Это неплохо, это очень классно, потому что в основном педагоги заряжают ребят вот так и говорят «херячим!» И ребята делают джебы, армсвинги, там вот так вот. Я вас заряжаю с исходного. Вы когда будете выходить на танцпол, вы бам, и будете тыкать джебы уже более непредсказуемо. Это мое субъективное мнение, если что. Так вот. Теперь следующее. Вы такие танцуете, и вы понимаете, что с этого положения вы тоже можете делать джеб. Что вам не нужно заряжать руку и ставить, что вам не нужно опускать руку и ставить. Вы отсюда будете готовы тоже засунуть джеб. Окей? Все, да. Еще раз. Ну, ты расслаблялась, рука падала, теперь ты расслабляешься, рука встает обратно. Один ремплейсмент у всех одинаковый, вот такой. Все. А? Точно, да, я уверен. Проверяю. Точно? Да, вот такой. Попробуй. Встань. Так, и теперь смотрите, давайте теперь мы ставим, поставьте ручки вот так. Смотрите на себя в зеркало, как вы вообще. Эта форма, любой армплейсмент, мы же танцуем крамп. Крамп это что, типа? Это, ну, когда вы в целом я танцую, я король танцпола. И вот выходит король танцпола. Вот такой, да? Это король танцпола вышел. Крутой армплейсмент, молодцы, let's go. Так вот, станьте, пожалуйста, как король или королева, или принцесса, или принц. Эй, вассалы! Все, и отсюда вы будете бросать, окей, понятно? Ведите себя как король танцпола. Зачем? Зачем напрягать вторую руку? Что-что? Так, хорошо, тогда ты неправильно задала вопрос, сформулировала. А ну, у нас напрягается все тело, даже когда мы тут бросали джеб, эта рука тоже напрягалась, если что. Соответственно, тут, ну, она у меня точно так же напрягается, как и в этом положении. Да. Либо токинг, либо пауэр, да. Да, любые положения. Все, вопросов нет. Ручки подняли, мои друзья. Понеслась. Let's go! Yeah!
давайте, чтобы вы неправильно не тренили сейчас. Разве что-то поменялось? Не, поменялась только позиция, а у вас уже все. Все пошло в какой-то канализационный портал. Итак, смотрите. Вот мы делаем позицию. С нее мы бросаем руку. Бум. Бросили руку. Расслабляем руку. То есть мы выдерживаем паузу, а не возвращаем руку сразу же. И потом бум. И потом вторая. Бум. И бум. И бум. Со всей силы бьем. Понятно? Желательно, чтобы вы себя тоже приучивали, потому что это, как называют Леша, плеер, прикольная такая штука, такой сбитый прицел. Типа вот вы так поставили руки в стороны, я же вам показал, как поставить, а вы вот так стоите, с провисшими локтями. И в итоге, когда вы будете думать в голове своей, что вы руки подняли вверх, у вас руки, это не вверх. Ну, это же не вверх руки. Понятно? Вот, вверх. Возьмите весь свой объем. Станьте широко, объемно, вот свой прицел настройте правильно, а не провисли локти ваши. Так, все понятно? Да? Давайте сделаем в мой счет. Приготовились. Ну, отойди от меня. Уперся, конечно, ты в меня. 5, 6, 7, 8. Раз, и 2, и 3, и 4. И. Ну и так вот работаем. Все, let's get it. Со всей силы! Е! Со всей силы! Е! Давай! Сильнее, видишь? Не четко, четко. Да. Сильнее! Еще! Окей. Итак, мнение со стороны. Просто человека, не тренера, не человека, который что-то знает в крампе. Просто, не четко. Вот вы делаете, и поза нечеткая, и джеб нечеткий. То есть просто получается такой всеобщий дрых. Вот так. Встаньте и сделайте четко джеб. Бам! Четко поставили руку. Бум! И все должно быть собрано. Все так же, все напрягается. В момент, а не все время в напряжении. Понятно? Сделайте так, чтобы вы сейчас не дергались коллективно и поодиночно. Без дергания. Давайте. Что, вопрос был? Был вопрос? Ах. I kill you, man. I kill you. You need to stay here. Yeah! Сильно! Yeah! Сильнее!
Оу, бау. Yeah! Come on! Сильнее! Еще! 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 Не качай, не качай, что ты качаешь? Хорошо, мои маленькие. Ну, мы сразу же такой зарядили плотный армплейсмент. Давайте поменяем армплейсмент на другой, просто другой армплейсмент. Встаньте в свой армплейсмент теперь. Это был пример того, как, что это достаточно, мне кажется, некомфортная позиция, с которой нужно бросать джеб. Потому что отсюда, в принципе, понятно, как все работает. Соответственно, отсюда тоже. Бум, так же, как и отсюда. Станьте в армплейсмент теперь несимметричный, то есть поставьте ручки несимметрично. Вот так, допустим. Вот. И с этого армплейсмента вам нужно бросить straight jab. Это пример я вам показал. Вы в свой несимметричный. И я такой вот встал, так, надо делать джеб вперед. Бум, встать. Бум, встать. Бум и бум. Понятно? Вот с моего будет работать так. Вы там, не знаю, станете вот так вот, например. И будете с этого армплейсмента делать джеб. Бум. Например. Либо вот так. Это что же армплейсмент? Положение рук? Положение рук. Да, и это так. Любое, только не симметричное. Желательно. Все, сделайте армплейсмент, я посмотрю. Твин, расскажи, или Лил, расскажи ему. Там, отойди назад быстренько, ты стал сюда. Армплейсмент, раз, два, три, стали, пам! Запомнили этот армплейсмент? Не делайте сложный армплейсмент, просто несимметричное положение. Поставьте. Все, вот так нормально. То вот, смотри, вот если вот так рука стоит, и вот тут, да, допустим, то ты делаешь и бросаешь отсюда. И тут подтягиваешь, бросаешь. Значит, у вас будет так. Вы делаете несимметричный армплейсмент, легкий, и работаете сначала первую отработку только правой рукой, но резко и четко, одной рукой. А будет ли отработка? Конечно. Будет больше. Есть вопросы? Все понятно? Все тогда. Поехало. Со всей силы. Yeah! Да, man! Oh, yes! Oh, yes! Давай, давай, давай. Сильнее. Да. Нет, смотри, отсюда. Бум-бум. Подтягивай. Давай, мэн, давай. Пауза где? Пауза и стоишь. Да. Вот. Бум. Пауза. Левой рукой. Левой рукой нету паузы. Да. Ей!
надо в последний момент. В последний момент. Бум! Ты просто медленно ведешь, медленно ведешь. Ты можешь резче двигаться. Я знаю, как люди могут двигаться. Объясню для тебя. У нас есть триггерная точка, откуда летит рука вперед. Она летит отсюда. Вот если у тебя arm placement тут, посмотри. Отсюда ты не бросаешь. Ты подтягиваешь и бросаешь. Понял? Ты сейчас вот так вот стоишь и делаешь. Подтянуть, бросить. Подтянуть, бросить. Понял? С любой точки, где бы ты руки не поставил, вот тут поставил, ты подтягиваешь, бросаешь. Поставил в жопу руки, ты подтягиваешь и бросаешь. Понял? Но делать со всей силы. Не имитировать. Ты имитируешь. Актер. Актерище. Перфекто. Да, был бы я кто-то, я бы в тебя влюбился, но я не кто-то. Да. Не-не, а назад ты просто ставишь, свободно, расслабленно. Главное выбросить отсюда, а все остальное уже сразу же ставишь сюда. Поехали. Левая рука, а мы работаем тот же arm placement. Не меняйте arm placement. Просто сделайте сильнее. Просто сделайте сильнее, четко, чтобы было видно финишная форма, финишная точка. Окей? Ты очень четко делаешь. Ты делаешь четче, чем она, четче, чем она. Очень, на удивление мне, делаешь четко. Прям вообще, я тебя буду теперь хайпить. Ну реально круто, красава, бэнг. Только теперь тебе нужно не горбатиться, а выровнять корпус, потому что ты за этим горбиком немножко направляешь. Да, и не смотри в пол, смотри вперед сейчас. На себя в зеркало. Все, поехали, друзья. Со всей силы. Пресс. Резче делай. Ты делаешь замах, выброс, замах. Бум. Последний момент. Вот, вот, вот. Через счет, через счет. Давай, 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 держи, держи таз. Держи все. Вот, вот, вот. Yes, man, yes, man. Good, like this shit. Давай еще, давай еще, давай еще. Вот, вспомните, как вы начинали делать в начале занятия. И сейчас, когда вы уже начинаете движение делать, а вы уже уставшие. И ваше выражение лица сразу же. И вы делаете сильно, вы боретесь с собой. Вот чего я добивался. Видите, нужно было, чтобы прошел целый час, чтобы вы немножко устали, чтобы вы немножко почувствовали, что это такое, что это за крамп такое. Проверь, если у нее спина не мокрая, она не тренируется. Не тренируется. Это видно. Мало силы вкладываешь, ты должна быть мокрая вся. Так, следующее. Мы сразу же сделаем с вами, давайте, да просто сделаем два джеба еще. Два направления. Одно не очень сложное, и второе самое сложное среди всех направлений, которое может быть. Это не очень сложное, то есть мы сейчас будем бить в сторону. Мы сейчас будем бить в сторону. А потом будем бить вверх. Это самое сложное оставим на концовочку. Итак,
Сейчас мы начинаем заново, как будто бы мы учим новый джеб. Мы начинаем с этого положения. Все точно так же. Мы подтягиваем руку. Либо так, либо так. И выбрасываем ее в сторону. Бум. Держим паузу. Расслабляем. Она падает и работает левая рука. Бум. Локоть никогда не разгибается полностью. Никогда. Он всегда немножко согнут. Он вот, смотрите, видите, зрителю видно, что локоть ровный. Так? А теперь смотрите. На самом деле он согнут. Я просто делаю такой обман. И все. Доворачиваю руку так, чтобы казалось, что рука ровная. Все, при этом плечо у меня не приподнято. Все четненько. Стою себе. Бам. Следующее. Как по мне, лучше подтягивать руку так, потому что потом движение больше, чем я подтяну так и буду бросать уже только от локтя. Видите? Но и так правильно. Так движение кажется больше. Бум. Чем так. Бум. Попробуем, давайте. 7, 8. Раз. И 2. И 3. И 4. Вы молодцы. Меняем положение кисти. Бум. Пальчик. Либо вниз, либо вперед, как вам хочется. Либо по диагонали, либо вот так вот хотите. Но лучше не надо. Все, удобно, окей? Бум. 7, 8. Бум. 7, 8. Бум. А, да, еще забыл сказать. На уровень, помним? Да, с носиком своим. То есть не бьем ровно на уровень с плечом, немножко выше. Бум, вот сюда выбрасываем. Мы бьем как будто бы по лицу человека нашего роста. Бум. Понятненько? Бум. Все. Подтянуть, выбросить, зафиксировать, расслабить. Выбросить, расслабить. Все, весь смысл, вся структура. Токинг и пауэр в любом положении. Лучше варьируйте в своем порядке, варьируйте эти положения кисти. Делайте со всей силы, не имитируйте. Ручки внизу, они типа свободны, но на самом деле, когда рука останавливается в точке, кто-то уснул уже, вторая рука у нас тоже напрягается и фиксируется. Хорошо, Вика Журавлева? Окей. Поехали. Nate! Oh my gosh! Сильнее! Oh my god. Crazy, it's crazy! It's crazy! Let's go! Yeah! Yes! Смотри, смотри! Yes! Сильнее, сильнее! Сильнее! Here! Hey! Come on! Сильнее! Сильнее! Выше руку, выше руку! Еще больше силы! Выше руку, выше! Вот сюда!
Давай, 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 мэн. Да. Так, тебе нужно больше силы, выше руку ставить. Очень хорошо работала, ты сейчас была вспышкой, молодец. Тебя Маша зовут? Красавчик, ручку заслужил. Много Маша. Нет, она молодец просто. Все Маши молодцы. Но вот она делала со всей силы, и это чувствовалось. Он делал со всей силы, он делал со всей силы. Можешь делать сильнее. Ты можешь делать сильнее. А можно вопрос? Просто вкладывайтесь. Ну, это прям хочется, чтобы вы настолько сильно делали, чтобы я не переживал за вас, что вы устали, а чтобы я чувствовал вашу волю к победе, насколько вы себя перебариваете, и вы доказываете каждому зрителю, сопернику, танцору, что вы можете еще. И то, что вы устали, это совсем не показатель того, что нужно остановиться. Вот, то есть я не хочу с вами переживать, а я хочу с вами побеждать морально. Ваш путь вот этот, отработки. Это круто будет. Это скажете потом в ваших батл-раундах. Так, что? Вопрос. А как вот делать, типа, без вот это? Или оно должно, типа, быть? Ну, чуть-чуть будет то, что тебя выталкивает. Просто Делаю, у детей это слишком выражается. Вы прям слишком сильный баунс ногами делаете. Ну, а так вообще корпусом я лично себя выбрасываю. Ну, если утрировать, то да, но корпус, вот он, видишь, он выбросил, плечо такое, забирает руку, и руке легче начинать вот этот взрыв, срываться с точки, и все. Поэтому, ну, ножки тоже, но это совсем чуть-чуть. Для этого импульса много не нужно, потому что оно будет тормозить. То есть, если ты слишком большой баунс будешь делать, это значит, что ты можешь потенциально сделать еще резче, чем делаешь сейчас. Как бы резко ты ни делал. Оно типа, любой баунс, он медленнее, чем любое движение, там, чем джеб, короче. А у меня ноги сильно заметны. Что ноги? Ноги заметны, потому что я прям чувствую, вижу. Ну, если видишь, значит, все, заметно. Я не обращал на это внимания, честно. Вот у Бэйбика очень сильно вылетало, поэтому ему я прям кричал, перестань баунсить. Все, давайте еще разочек, точно так же. Давайте попробуем просто армплейсмент поставить, любой. Но с этого армплейсмента, с любого положения, мы выбрасываем руку в сторону и ставим в это положение. Выбрасываем и ставим в это положение. Все, несимметричный армплейсмент. Хорошо, братанчик? Давай, со всей силой, совсем чуть-чуть осталось, Ну прям вот вообще, вот столечки, сравнительно с тем, что мы уже проделали. Йоу. Только максимально резко. Давай только вперед, джеб просто, но максимально резко. Максимально резко. Только правая, только вперед, через счет. А мы работаем в обычном режиме. Let's go! Yeah! Yes, man! Yes! Вот это сила, man! Yeah! Oh my God! Crazy! It's crazy! Yeah! Yeah! Чуть выше руку, выше! Вот! Yes, man! Yes! Yes! Стороны бьем. Сильнее, еще! Молодец! Но еще сильнее. Подвинься чуть, а то ты сейчас в голову ей дашь. Yeah! Yay! Yay!
Опять дергаешься. Хорошо. Давайте мы еще раз с вами будем делать то же самое. Вы будете работать со всей силы, но очень сильно следить за тем, как вы вообще дергаетесь или не дергаетесь. Станьте шире, пожалуйста. Вы друг другу просто головы сейчас поотбиваете. Потому что сейчас техника нарушается за счет того, что вы работаете уже через силу. То есть вы меня услышали, это очень хорошо. Но вы пожертвовали четкостью. Резко делаете, сильно делаете, четко не делаете. Четкость теряется. Понятно? То есть, что было видно, что вы бум, остановились, рука остановилась, тело остановилось, голова не двигается, и волоски на голове тоже не двигаются, девочки и мальчики. Все. То есть мышцы в волосах тоже напрягайте, пожалуйста. Поехали. Левая, да? Пять, шесть, семь, восемь. Oh yeah! Oh yeah! Смотри на себя, смотри на себя! Да! Да! Вот! Вот! Четко, четко! Четко! Сильно! Еще сильнее! Еще сильнее! Смотри вперед! Эй! Сильнее! 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 День! Так, окей, вы пока можете отдохнуть. Ко мне, иди сюда, иди. Двигайся чуть-чуть. Вот тут вставай. Сейчас буду тебя учить. Смотри, значит, повторяй за мной. Сгибаем резко правую руку. Вот так, бум. Еще сильнее, резче. Вот. Так, а теперь остановила и резко выбрасываешь ее вперед. Все. Давай сделаем. Раз, два. Еще резче. Стоп. Не жертвуй ничем. Ты все должен сохранить. Раз, два. Видишь, ты медленно сейчас, не резко делай. Раз, два. Еще резче. Стоп. Ну, я же тебя не тороплю. Куда ты торопишься? 7, 8. Раз, два. Еще. Раз, два. Еще. Раз, два. И стоп. Видишь, опять начинаешь медленно. 7, 8. Пам-пам. Ты должна полностью сюда поднять руку, всю амплитуду задействовать и отсюда отпружинить вперед. Вот, видишь, круто. Вот это то, что я хотел, чтобы ты делала всю тренировку. Резко. Вверх-вперед. Раз, два. Вот. Стоп. А теперь смотри, когда ты выравниваешь, не выравнивай руку полностью. Чуть-чуть ее оставляешь согнутой. Чуть-чуть. Все, давай. И пам-пам. Ну, стоп. И остановилась. Все в напряжении. Все четко. Давай. Стоп. Ты должна остановиться. И стоять, пока я тебе не скажу расслабься. 7, 8. Пам-пам. Видишь, рука ровная. Еще больше чуть согни ее. Вот так вот. Тут. Вот. Ну, куда ты? Трубу какую-то взяла или что? Вот, смотри, тут линия должна быть. Не задирай вот так вот.
Вот. Опусти линию мне сделай. Ты вот так держишь. Я хочу, чтобы ты вот так чуть. О. Запомни, локоть чуть-чуть. Все, напряжение в руке. Сделайте мне напряжение. Это что, напряжение? Серьезно? Хорошо, давай. 7, 8. Папа! Еще резче поднимаем. 7, 8. Раз, два. И держим. Так, и теперь левая точно так же. 7, 8. Раз, два. Стоп. Видишь, ты опять выровняла руку. Ничего, у меня тоже левая грустит. Нормально. Просто не выравнивай руку. Давай, левая. 7, 8. Пам-пам. Видишь, где локоть согнутый? Не вижу. Чуть-чуть. Вот так, да. Ты поняла, что нужно делать? Ты до этого делала... Ты вот очень медленно поднимала. То есть ты тратила время на замах. А тебе замаха не должно быть. Сейчас очень хорошо. Слышишь? Красава, 5 заслужила. Молодец. Теперь работаешь только так. Понял, Ника? Видишь? Сразу другой эффект. Все. Поехали, друзья, стали на места, мои маленькие. Мы будем с вами заканчивать тренировку. И заканчиваем нашей вишенкой на тортике. Вверх. Вишенка вверху на тортике, вверху. Подняли ручки вверх. И станьте боком к зеркалу, лицом в окно. Так. Вот это не вверх, видишь? Вот это вверх. Так, вот выровняйте, пожалуйста, чтобы вы не так стояли, а ровненько вверх. Руки продолжение корпуса. Так, запомнили теперь. Закройте глаза, прочувствуйте эту форму, потому что это вверх. Это тоже вверх, но это вверх. А это вверх, это вверх, это вверх. Вот вверх. Так, хорошо. Все, разворачиваемся. Прочувствовали. Окей. Теперь выбрасываем сюда джеб. Почувствуйте теперь бросок, одну ручку. Джеб ровно. Есть. Что напряжено сейчас больше всего? Плечо напряжено? Ну, я просто спрашиваю, потому что у меня полностью вся спина, лопатка правая, плечо, да, но больше всего держит спина. Это у меня, возможно, реально у каждого по-разному. И левую ручку. А теперь выбрасываем сюда руку отсюда. То есть мы точно так же резко бросаем руку к плечу и бросаем руку от плеча ровно вверх. И фиксируем. И потом она расслабляется. И опять. Бум-бум. Это доля секунды, это не секунда должно быть. Да. Вы можете так поднимать тоже, да. Я же говорил, можно и так поднимать, и так поднимать. Все равно. Так, наша задача, она теперь делает круто. Ты, ну, все теперь делаешь с нами. Ты же поняла, да? Только прошу тебя, замечай, когда ты вдруг делаешь не резко, подъем вот этот, стопай себя. Можешь делать в 2 раза медленнее, типа через счет. Не так, как все быстро, но важно, чтобы ты делала резко, все собрано, чтобы было. Так, все, поехали. Есть вопросы еще? Тогда я включаю музычку. А давайте в счет сначала. Приготовились. 5, 6, 7, 8. Раз, и 2, и 3, и 4. Стоп. Вот тут вы забыли о том, что пресс напрягается, да? Я что-то не вижу полной собранности. Никто не забыл. Ну, нужно, чтобы ты напрягала пресс, когда рука вверху. Это возможно, если что. Окей? 7, 8, и раз, и 2. И смотрите, пока я и не сказал, вы руку не расслабляете. 7, 8, раз, и 2, и 3, и 4, и 5, и 6, и 7, и 8. И хорошо, все можем делать в музыку. Это не резко, это не резко! Приготовились со всей силы. Если вы сейчас делаете сразу круто, мы заканчиваем джебы. Если вы сейчас будете делать не на всю силу, где-то давать себе слабинку,
Мы будем делать, пока вы все не сделаете. Поехали. Оу! Со всей силы! Есть! Есть! Сильнее! Пресс! Пресс! Ей! Еще! Сильнее! Сильнее! Окей. Из-за того, что, получается, один человек делал не вверх, а по диагонали вверх перед собой, поэтому мы будем отрабатывать еще раз. Он делал неправильно. Ты делал неправильно, плюс ты отдыхал. 3 секунды. Это годы твоего развития. Со всей силы. Если вы будете отдыхать, делать, халявить где-то, я еще сделаем отработку. Ровненько вверх. Ровненько вверх. Ну поверьте мне, пожалуйста. Со всей силы. Снял футболку. Бэй! Со всей силы. Вот, вот. Yeah! Yeah! Crazy ball breaker. Yes! Oh my God! Woo! Yeah! Сильнее! 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 Еще! Эй, эй, эй! Еще! 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 Еще сильнее! Эй! Oh my gosh, it's crazy! Окей, я верю, что вы делали со всей силы. Верю. Это хорошо, молодцы. Но нам предстоит еще одна отработочка. Этого же джеба с армплейсмента, потому что мы же еще не сделали с армплейсмента. Дома.
А фух, потому что вы не будете делать. Окей, ну просто жалко вас уже. Нет! А жалость это... Жалость это худшее, что может быть. Так, все, все, пожалуйста, не срывай мне тренировку. Спасибо. Сядь, упал. Короче, эта тренировка была направлена на то, что нужно делать, если вы хотите добиться технически правильного исполнения там, джеба. Наверное, там, сами себя снимайте на видео после такой проделанной работы и смотрите, развиваетесь вы или нет. Ну, то есть прогрессировали вы после такой тренировки или нет. Как вы зашли до этого, после. Типа, нужно, все, что нужно в данном случае сохранять, это резкость самого движения, силу, с которой вы бросаете и делаете это движение. Ну, в принципе, все. И, конечно же, работать на износ для того, чтобы прочувствовать это движение. Не для, ну, прочувствовать движение, повысить свою выносливость. Это плюсы с такой вот тренировки. Типа вы будете выносливыми. Для крамп-раунда это круто, потому что чем лучше ваша выносливость, тем больше вы сможете запихнуть крампа в один раунд. Потому что как только мы начинаем делать крамп такой трушный, там где мы вкладываем силу, то мы быстро выдыхаемся. Вот. Не всегда, короче, хватает у людей выносливости, чтобы нормально станцевать раунд, и тогда у них много начинается там характера, они много ходят в образе, такие все на стиле. Типа, когда этого прям очень много, то лично для меня это уже не такой, не супер крамп. Тайдайс это этому пример. Он, мне кажется, ну я не видел еще таких раундов, где он очень много такой вот прям ходит там и так далее. Если он сел на колено, он сел на колено. И все, и он не ходит, он сидит на колене и смотрит. Когда устал, ну, заканчивать раунд, я считаю. Нужно прокачивать выносливость свою и к батлам быть готовым. Если батлы, то ты должен понимать, что либо ты проиграешь, либо ты должен рвать победу. Ну, соответственно, если ты идешь участвовать на батлы, я считаю, нужно готовить свою стамину тоже. Стамина, выносливость. Вот. Это джебы. Я вижу, что вы их сделали. Я вижу, что большинство, больше чем 70% из тех, кто пришел сегодня, вы начали одни, закончили другие. На порядок выше, лучше. И это показатель хорошей тренировки, как по мне. Сейчас я понимаю, что... Да нет, все спрогрессировали, все спрогрессировали. 100% стало лучше. Да, 100. Из 100% 100. Стали все делать лучше. Да, если ты будешь это помнить, то да, тоже ты пришел один, а сейчас ты борешься, и это круто. Это важно, чтобы каждый не боялся бороться, не боялся выглядеть глупо, потому что это то, что нас стопает. Лень, боязнь, типа что-то сделать не так. Все в жопу это. Это все ошибки, которые мы, допустим, знаем и исправляем их и делаем себя сильнее. А тот, кто не допускает ошибок, не может развиваться, потому что он не знает, правильно он делает или нет. Ошибки делают нас сильнее. Сейчас 5 минут перерыв. Посешеним с вами. Будем юзать джебы. Все мы помним, как танцевать, как делать танцевальный раунд. Эта тема уже у нас пройдена. Кто не знает, то танцуйте, как танцуете. Покупайте туториалы. У нас уже есть полноценный пак по построению раунда. Я не знаю, сколько там занятий, наверное, 7-8.
но это очень важное занятие. Либо спросите у ребят, Лил, Джей, Твин, Юля, кто там еще, Пашкевич, наш оператор. Можете похлопать ей, видите, она не тренируется, а снимает для наших подписчиков капец. Такие туториалы, еще и монтирует тизеры. Это ж вообще пушка, еще аплодисменты. Хорошо, все, всем спасибочки, отдыхаем 5 минут.
Thank